Всем привет! Сегодня у нас расклад, какие перемены скоро произойдут. И сразу скажу, что приглашаю всех в проживание арканов. Завтра выйдет, так, 9 у нас неделя вроде, или 10 или 9 неделя марафона по женской самооценке. А, вот прям вот советую. И знаете, что самое интересное? Когда вы в марафон придете, вам будет доступно проживание арканов. Вот я советую вот этот марафон по женской самооценке проходить в императрице. Это очень хорошее сочетание, и вот прям все как надо будет. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии не буду говорить, потому что вы их не любите оставлять. Поэтому комментарии, я думаю, что закрою пока, чтобы, как говорится, не ждать с моря погод. Как говорится, не хочешь обломаться, ни на что не надейся. Поэтому просто вот так вот, потому что немножко уже обидно стало, да, огорчение наступило, то, что обратной связи не даете. Расклад на самопознание тоже в закрытом доступе. Добро пожаловать. На уровне проживания арканов вам будет доступно сами проживания арканов, все вот эти видео, все лекции и так далее и тому подобное, плюс марафоны, плюс точечное обучение по колодам. Там колоды все известные. Вот честно, там все известные. И «Безумная луна», и «Провидец», и даже есть этот архетипы и тени Чака Спицана. Все есть. И доступна будет эзотерическая библиотека. Это все на уровне проживания арканов. Ну и, конечно же, магический чат. Приходите, вот магический чат – это вот прям жемчужина всего. Даже самые одинокие не чувствуют себя в одиночестве. Кстати, сразу скажу, в магическом чате общение обо всем. Для чего он был создан? Когда с Саней только открывали проживание арканов, когда вот эта вся запись только-только шла, и я говорю, а давай сделаем чат, чтобы они общались. Ну, те, кто арканы проживает. Сделали. И, знаешь, он сделан для того, чтобы не просто трындеть, как говорится, да, на эзотерические темы, а чтобы люди, потому что многие люди приходят в проживание арканов, там, проработать чувство одиночества и прочее, чтобы они чувствовали, что они не одни. И вот многие девочки даже вот с зависимостями просто вылезали благодаря этому магическому чату. Поэтому приходите. Все ссылки в описании к видео. Итак, ну или если не знаете, где описание, посмотрите прошлое видео, там в закрепленном комментарии есть. Пока я решил закрыть комментарии, потому что вы их не оставляете, а я жду, ночами сижу, жду, кто комментарий напишет. И это немножко, обидно, а что сказать. Потому что люди смотрят, даешь то, что психотерапевт не скажет, а обратной связи нет, поэтому не буду больше ждать. Итак, я все сказал, давайте приступим к раскладу. Единички. Что сейчас в твоей жизни происходит? Это колода Таро Нейроведьмы и Деда номер 1. Но сейчас, знаешь, вот у тебя
У тебя фаза такая в жизни, когда вот дела постепенно растут, результаты приносят. Это как в огороде, за которым ты ухаживаешь, да, каждый день там поливаешь, сорняки пропалываешь, удобряешь. И видишь, как всходы вот эти укрепляются потихонечку. Но до урожая еще далеко. Ты знаешь, ты вкладываешь силы в то, что важно. То есть это твое какое-то там начинание, проект, дело. То есть день за днем ты делаешь вот эти маленькие шаги, не ожидая, что тебе мгновенно сразу награда придет. И знаешь, сейчас важно не спешить и не бросать на полпути. Ты вот чувствуешь, что процесс идет, даже если вот со стороны кажется, как будто ничего не меняется и все стоит. Деньги, там, время, энергия, они же дисциплины требуют. Ты следишь за деньгами, выделяешь там свое время на важное, не разбрасываешься, потому что что? Потому что ты умничка. Но у тебя есть напряжение. Тебе вот прям зудит, хочется быстрее увидеть вот эти плоды своего труда. А пока, как говорится, приходится терпеть, верить в график. Знаешь, не дави на себя. То, что ты строишь, оно фундамента требует. И сейчас вот как раз вот этот этап, когда закладывается основа под твое будущее. То есть и не тормози, но и лошадей не гони, понимаешь? Да какие перемены скоро произойдут? А у тебя будет, знаешь, ситуации столкнешься, где придется тебе выбирать между удобным и правильным. Это вот, знаешь, автобус подходит, можно втиснуться в толкучку и доехать быстрей, но в духоте ехать и как селедка в банке. Или, как говорится, подождать следующий, потеряв немножко времени. Вот твои привычные схемы, они сбой дадут. На работе начнут грузить вот этими сверхурочными, оставайся, на тебе еще дело, хотя это даже не твоя, как говорится, работа. И ты не сможешь отказаться из-за страха, то, что там уволят, обязательств. В отношениях тоже конфликт давний всплывет, который вы оба замалчивали. Внешне, знаешь, все будет выглядеть как тупик, но это проверка на прочность, поэтому не бойся ничего. Как минимум я с тобой рядом. Тебе потребуется жестко взять все управление в свои руки. Понимаешь? То есть обозначить границы, сказать «нет», кто тебя назад тянет. Да, будет плохо, да, будет там споры, давление. Но знаешь, если сейчас переломить ситуацию, позже станет только хуже. Поэтому готовься к тому, что придется резко тактику сменить. Задачи делегировать, разорвать токсичное общение с неприятными типами. Понимаешь? Это не будет катастрофа, это будет твой шанс вырваться из замкнутого круга. На все смотрим позитивно. Придет говнишко, но говнишко нас подтолкнет к более хорошим вещам. Понимаешь? Какой совет? Тут он простой. Прежде чем действовать, посоветуйся с тем, кто уже проходил подобное. Подруга, может быть, старший коллега, там даже отец, если он в теме. Но не просто выслушай, а возьми конкретные рекомендации у него. Как они там решали такие же проблемы, на что обращали там внимание, какие ошибки избежали. И вот потом, когда ты получишь совет, выдели час себе абсолютной тишины. Телефон вырубаешь, дверь на все замки, окна закрываешь и думаешь. То есть обдумать нужно все, что ты услышала. Понимаешь? И спроси себя, что из этих советов применимо к твоему случаю, а что нет. Тебе нужен совет от более мудрого человека. Не копируй слепо, этот совет, а адаптируй под свою реальность. Если, например, советуют уволиться, а ты не готова, ищи промежуточные шаги. Например, сократи нагрузку какую-то. Попроси у начальника пересмотра твоих обязанностей.
После этого составь план на листочке вот из 3 действий и дату вот этого старта плана. Не жди момента идеального. Знаешь, начинай с того, что вот можно сделать прямо сейчас после расклада. Даже если это просто там сделать звонок или там смс-ку написать с запросом на помощь. Начинай действовать. Это важно. Обязательно подпишись на канал, а обратную связь не буду просить, потому что вы все равно не оставляете. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первый вопрос, он сигнификация, что сейчас в твоей жизни происходит. Ну а ты на последнем рубеже как будто стоишь. То есть, я объясню, вот смотри, ты сейчас, вот как без мата сказать слово устала. Устала ты сильно очень. Сил не хватает, сил мало, может даже их нет уже, но ты вот как держишься из последних сил. И при этом внутри есть тихий-тихий огонек, у тебя вера, что все наладится. Это, знаешь, это вот когда ты вложила много в какое-то дело, да, но пока отдачи не видишь. Даже, как сказать, даже намека нет. Усталость, она накапливается, идет выгорание. Раздражают всякие вот эти мелкие препятствия. Да что там препятствия? Муж храпит, уже бесит. И окружающие, они просто не замечают всех твоих усилий, что ты делаешь. Но вот где-то глубоко ты знаешь, что скоро будет вот этот прорыв, которого ты ждешь. Знаешь, ты тащишь тяжелый чемодан, как говорится, в гору, и уже вот видишь вершину, но она, как сказать, на горизонте. Вот сейчас этот чемодан бросать нельзя. Даже если кажется, что ты не дойдешь или вообще как будто не движешься. Твое упорство сейчас– это защита того, что для тебя важно. Из-за вот этой стеной усталости начинается ровная дорога. То есть, если возьмем гору, да, то потом же начнется спуск. Главное не сломаться вот в последний момент, понимаешь? Да какие перемены скоро произойдут? Чувства новые, отношения новые. Ну, не обязательно, знаешь, романтика. А вот или глубокая дружба, или вот, как сказать, вот когда начинаются отношения, как это? Она же как бы с дружбы, вот как сказать. Ну, то есть начало вот чего-то нового в плане отношений, понимаешь? И вот это все перевернет твое восприятие. Но потом пауза будет. Время будет проверить, стоит ли в это вкладываться дальше, в эти отношения. И будет момент, когда нужно будет остановиться и себя спросить, этот человек вообще мой или мой? Ой, или мой, или не мой. Понимаешь? То есть с интересным человеком ты познакомишься, да, а через вот пару недель ты поймешь, стоит ли с ним что-то серьезное стоить. Вот я не знаю, как называются вот эти вот такие отношения, вроде еще вы не пара, но и не друзья. Вот между, понимаешь? И, соответственно, не спеши сразу бросаться в это все с головой. Дай себе время присмотреться. Понимаешь? Семечко, как говорится, посади, поливай, а потом жди всходов. Сразу, как говорится, семечко не прорастет. И с головой в эти отношения не ныряй сразу. Присмотрись, а то будет как в прошлый раз. Какой совет? А тут он простой. Сбрось лишнее. Прямо вот сейчас посмотри, чего ты тащишь с собой из прошлого в плане вот этих отношений. Понимаешь? А ты себе тащишь вот эту вот гору, как сказать, гору боли,
Но почему-то думаешь, что надо тащить. Это же опыт. Боль — это опыт. Ты из боли возьми опыт, а боль саму выкинь. Понимаешь? И, соответственно, в этой в этой горе-боли заболтался. То есть в этом чемодане, давай будем говорить, боли, у тебя еще прошлые отношения поддерживаешь. Вот, как сказать, переписывайтесь еще. Почему-то ты с ним еще держишь связь. Зачем? Не знаю. Но новый человек-то потребует, как говорится, нового места, более освобожденного, но ты тащишь это все. Вот и все. Надо вываливать все, что не твое. Но он уже не твой. Я вот не знаю, как тебе сказать, мне вот совестно сказать, карты говорят, что ты должна разорвать эти отношения, и потому что у тебя новый человек придет, а он не может прийти, пока ты это не выкинешь. А как тебе это сказать, я не знаю, потому что я же не могу за тебя принимать решения. Вот вывали из этого чемодана боли все, что не твое. Иначе ты просто в тупик упрешься, сил не останется, толку не будет, и этот тянет в одну сторону, и этот будет тянуть в другую сторону, и в итоге будет все плохо. Поэтому все, что прошлое, все, что с бывшим связано, выкидывай. В прямом и переносном смысле, больше никак. Ладно, я сказал тебе все, что хотел. Давай, бери голову в свои руки. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Первый вопрос — это сигнификация, что сейчас в твоей жизни происходит. А ты сейчас, знаешь, вот на границе между тем, что было, и вот новой главой своей жизни. Вроде бы старое уже, как говорится, отвалилось, но ты к этому вот относишься легко, без вот этой драмы, которую все любят. Знаешь, есть такое ощущение, что жизнь, она подкидывает возможности тебе просто потому, что ты открыта к ним. Ты не зациклена там на чьих-то правилах левых, ты готова пробовать то, что раньше тебе казалось там рискованным. Но при этом у тебя есть внутренняя опора. Это опыт твой, мудрость твоя, которая, как говорится, помогает дров не наломать. И вот главное сейчас, знаешь, события не форсировать, а вот позволить себе исследовать новые варианты без всякого давления. Ты сейчас явно не на месте стоишь, но ты и не рвешься вперед, голову сломя, понимаешь? Сейчас это хорошее состояние, чтобы вот перезагрузиться, начать что-то там с чистого листа, но вот без спешки и тревоги. И ты сейчас как будто кайфуешь от вот этого промежуточного состояния между там твоим прошлым и твоим будущим. Понимаешь? Какие перемены? Ну, знаешь, тут свое отношение к контролю придется пересмотреть. Есть у тебя в жизни такая ситуация, где ты слишком крепко держишься за вот эти все ресурсы. Время, деньги, силы, эмоции и так далее. Но, знаешь, скоро жизнь, она вот тебя заставит хватку отпустить. Это вот не про то, чтобы все растратить, да, там, нате вам всем деньги мои, я пойду с узелком, как ежик в туман, уйду. Это про то, что перестать нужно держать все в ежовых рукавицах. Понимаешь? Придется поделиться, вложить куда-то, что считала своим. Тут, знаешь, в крайности вот главное не уйти. Не стать скрягой.
Ну и, конечно, без мозгов не раздавать все направо и налево. И знаешь, еще параллельно у тебя появится, как сказать, необходимость голову холодную включить. То есть можешь ты нарваться, конечно, на мошенников, и поэтому любое предложение, которое тебе поступает, взвесь все факты, взвесь вот эти все за и против, прими четкое решение без эмоций, потому что тебя будут выводить на то, чтобы ты на эмоциях вложилась туда или сюда, понимаешь? То есть, этот человек будет требовать от тебя вот ясной позиции и действий конкретных, и быстрее, понимаешь? А ты не увиливай, не прячься за расплывчатыми фразами, а просто включи голову. Вот скажи ему прямо, что можешь, что не можешь, и стой на своем. То есть это, знаешь, вот такой момент будет, когда нужно будет соединить свою трезвую голову, холодную голову, да, трезвый расчет с готовностью к разумным рискам. К разумным, послушай меня, к разумным. Какой совет? Не замыкайся в себе. И союзников ищи, подругу, например. Знаешь, сейчас ощущение есть, что ты сама себя в угол загнала мыслями типа «выхода нет», «я одна это тяну, мне все надоело», «я там устала, запарилась» и так далее, «я это не вытяну», но это все иллюзия, это все осень виновата. Посмотри вокруг сейчас. Есть люди, которые готовы тебя поддержать, если ты честно скажешь, конечно, что тебе нужно. Не нужно молчать о трудностях. Но при этом не ведись на пустые обещания или там красивую лапшу, понимаешь? Проверяй каждое действие, каждое слово. Если речь, вот, например, про партнерство в бизнесе, да, сядь, напиши все по пунктам, все условия, проговори, потому что, ну, знаешь, вот есть возможность, что ты оступишься, но есть возможность, что ты поднимешься. Будущее, оно вариативно. Так вот, все прописывай. Любая встреча, любая бизнес-встреча, деловая встреча, по работе встреча, все, что связано к получению денег, прибыли, какой-то вещи, которые тебе нужно, не говори сразу «да». Ну, долг, конечно, тоже не затягивай. Сядь, приди домой, выключи всех. Боже, выключи лещом и пропиши все. Вот прям реально напиши на бумажке. Ты скажешь: ой, лень, ой, я так подумаю. Не подумаешь ты так. Потому что у тебя два варианта. Понимаешь? Или хорошо, или пипец. Поэтому прописываешь все. Хочешь, не хочешь, прописываешь. Кто что делает, кто за что отвечает, какие сроки, какие эти не страхи, а как их называются? Какие, блин, ну какая беда может быть? Какие, блин, я слово забыл, представляешь? Как вот оно называется, когда не страх, риск, прикинь, слово. Риск, слово забыл. То есть какие риски, все пропиши, все без вот этого обмана себя в голове, чуть не сказал матом. И не оставляй ничего там на вот это авось. Авоськи в Советском Союзе были, сейчас не Советский Союз, поэтому никаких авосик. Понимаешь? Авось разберемся, авось получится, авось да кабысь. Все, никаких вот этих вот. Ты, женщина у меня, пират, поэтому все серьезно, деловая, холодная голова. И знаешь, главное, перестань видеть преграды там, где их нет. Потому что ты это иногда делаешь. Часть проблем, она только в твоей голове. Поэтому все нужно прописать. И, знаешь, сделай вот простой шаг. Позвони тому, кто реально может помочь, назначь встречу, там, посоветуйся. Но чтобы этот человек
про твое вот это начинание, бизнес-идею и так далее, не, как сказать, не участвовал, как сказать-то, третьей стороной независимой был, понимаешь? Но и не усложнять. Иногда вот, чтобы выйти из тупика, достаточно честно поговорить, договориться, составить договор и самой все прописать. Тоже тебе посоветую. Не тормози, но и лошадей не гони. Вот так вот. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и, конечно же, приходи в проживание Аркана. И помни, что я всегда с тобой рядом.